Новая Волга подвисла, но не закрыта. Прошел год после презентации. Чанган больше не рассматривает сотрудничество с россиянами по бренду Волга. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Неожиданно для всех всплыла тема с возрождением бренда Волга, о котором уже многие успели забыть. Чтобы лучше понять, откуда все это взялось, стоит вспомнить, как начиналась эта история. Ровно год назад широкой публике представили сразу 3 модели, которые должны были стать новыми автомобилями под маркой Волга. Такое количество новинок сразу объясняется просто. Стратегия возвращения бренда оказалась точной копией подхода, примененного чуть ранее при запуске Москвича. Тут снова без участия китайских партнеров не обошлось. Только если у Москвича партнером стал Джак, то с Волгой решили сотрудничать через Чанган. Изначально планировалось, что именно 3 китайские модели – седан Чанган Райтон Плюс, кроссовер Ocean X5 Plus от дочернего бренда Чанган и чуть более крупный паркетник Чанган Юни-Z станут основой для новой линейки. В России эти машины собирались продавать под именами Волга C40, Волга К30 и Волга К40. Для их производства даже была создана отдельная структура – компания производства легковых автомобилей, которую многие уже успели забыть. Однако с момента презентации прошло немало времени, а конкретных новостей не появилось. В какой-то момент представители новоиспеченного бренда вовсе прекратили общение с прессой, словно проект ушел в подполье или вовсе заморозили. И вот спустя год после громкого старта создавалось ощущение, что затея с Волгой благополучно канула в лету, не успев перейти от планов к реальности. Как выяснилось, не все так просто. Работа над проектом продолжается, хотя и с заметной осторожностью. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. По информации, появившейся в Коммерсанте Приволжья, проект Волга все еще жив, несмотря на молчание со стороны компании производства легковых автомобилей, которые по-прежнему не спешат делиться деталями. Однако кое-какие новые данные все-таки удалось раздобыть. Оказывается, сотрудничество с Чанган полностью завершено. То есть те самые Волги, о которых рассказывали в прошлом году, скорее всего навсегда останутся на рекламных баннерах и в архивных фотографиях. Но раз работа продолжается, логично предположить, что сейчас ищется или уже найден новый партнер. И вот здесь начинается новая глава. На горизонте появился реальный кандидат на роль платформы для перезапуска бренда. Обозреватель китайских автомобилей Андрей Турбин высказывает мнение, что теперь под маркой Волга может выйти китайский кроссовер FAW Bestune T90. Тот самый, который прославился благодаря вирусному ролику, где вместо названия Bestune публика расслышала нечто куда менее приличное. Впрочем, к технической сути модели это не имеет отношения. В пользу версии с Bestune T90 говорит сразу несколько факторов. Так, на последней автовыставке Владимирский завод НПК Автоприбор показал локализованное рулевое колесо, предназначенное именно для этой модели. Производить только руль смысла мало, значит где-то уже налаживается работа и над остальными комплектующими. Плюс стоит вспомнить, что FAW ранее уже пытались
войти в партнерство с АвтоВАЗом, чтобы выпускать в Санкт-Петербурге свой кроссовер Bestune T77 под маркой Lada X-Cross 5. Тогда проект не реализовался, поскольку приоритет отдали Chery, но очевидно, что интерес FAW к российскому рынку никуда не исчез. Поэтому логично предположить, что при поиске нового технологического донора для Волги представители FAW оказались одними из первых, кто предложил свои услуги. Теперь немного о самом автомобиле. FAW Bestune T90 – это среднеразмерный кроссовер, который в России появился совсем недавно, а на родине производится уже пару лет. Габариты модели примерно 4,7 метров в длину, чуть больше 1,8 метров в ширину и около 1,7 метров в высоту. Базовая версия оснащается турбированным мотором объемом 1,5 литра, мощностью 169 лошадиных сил. Для тех, кто хочет больше динамики, предлагается 2-литровый агрегат с отдачей 252 силы. Коробки передач различаются в зависимости от мотора. На 1,5-литровом стоит 7-ступенчатый робот, а мощный вариант работает с 8-ступенчатым классическим автоматом от японской компании Aisin. Все это звучит весьма внушительно. Но есть и ложка дегтя. Независимо от комплектации, даже у самых мощных версий отсутствует возможность получить полноприводную трансмиссию. А это серьезный недостаток, особенно если учитывать ценник. Минимальная комплектация с учетом скидок обойдется в 2,2 миллиона рублей, не 1 миллион. А самая дорогая версия дотягивает до 3 миллионов, без скидок и вовсе около 3,7 миллиона. За такие деньги на рынке хватает предложений с полным приводом, что делает выбор не таким однозначным. Что касается оснащения, то здесь все на уровне современных требований. Панорамная крыша, мультимедиа с высоким расширением, кожаная отделка салона, электроприводы сидений и багажника. Полный набор удобств, как у любого приличного китайца. Но возникает вопрос, стоит ли такая Волга внимания? Честно говоря, Bestune T90 ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов в том же ценовом сегменте. Да, для китайцев это может быть хорошая возможность усилить свое присутствие на российском рынке, прикрывшись историческим брендом. А вот что от этого получат российские потребители, вопрос совершенно другой. Потому что пока никаких реальных конкретных преимуществ у машины не наблюдается. Впрочем, время покажет, чем закончится очередная попытка вдохнуть жизнь в забытый бренд. Возможно, надо влить в проект еще пару миллиардов рублей на новые шильдики, и проект оживет. Ну а как считаете вы? Нужна ли нам Волга, или все это не более чем маркетинговая игра без содержания? Делитесь своим мнением в комментариях. Ну и обещанная мною шутка. Игра с женщиной в шахматы. Эй, так ходить нельзя. Ты меня не любишь. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.